Привет, мои дорогие спонсоры второго уровня! Добро пожаловать в четвертую часть нашего грандиозного мастер-класса по Дарту Вейдеру. Сегодня мы переходим к очень ответственному этапу – созданию уверенной опоры для нашего лорда ситхов. Наша задача в этом уроке – довязать стопы, вывязать анатомически правильные ноги и сформировать плотную основу для его массивных сапог. Устраивайтесь поудобнее, берите крючки и давайте продолжим создавать наш шедевр. Итак, напомню, мы закончили, провязав 8 ряд. У нас 33 петелечки. Продолжаем. 9 ряд. 14 столбиков без накида. Один, два, три, 13, 14. Теперь убавка. Один столбик без накида. Убавка. Подтягиваем. И 14 столбиков без накида. Один, два, три, 13, 14. Провязали 9 ряд, 31 петелечка. 10 ряд, 13 столбиков без накида. Один, два, три, 13, 3 убавки, первая, вторая, третья. Дальше 12 столбиков без накида. Один, два, три. И так до конца ряда. Продолжаем. 11 ряд. 8 столбиков без накида. Один, два, три, 8, 6 убавок,
первую вытянули, вторую, первая убавка, вторая убавка, третья убавка, четвертая, пятая, шестая и 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. Такая получается у нас стопа. Теперь провязываем точно так же вторую нашу деталь, чтобы плотность вязания была одинаковая. Вот. И вернемся потом к продолжению вязания этой стопы дальше. Продолжаем с 12 ряда. 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Убавка. Когда делаю убавку, ниточку подхватываю снизу. Ну, а вы можете делать как вам удобно, как больше нравится. Снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Убавка. 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь убавка 3 столбика без накида. Повторяем 2 раза. Убавка. Один, 2, 3. Еще раз убавка. И 3 столбика. 1, 2, 3. Провязали 12 ряд, 18 петелечек. 13 ряд. 2 столбика без накида. 1, 2,
убавка, дальше 4 столбика без накида, убавка, повторяем 2 раза. 1, 2, 3, 4, убавка, 4 столбика без накида снова, 1, 2, 3, 4, убавка, 1. Заканчиваем 2 столбиками без накида. 1, 2. 14 ряд. Сейчас проверяем, маркер должен быть четко сзади, чтобы прибавка была четко по центру пяточки. Итак, начинаем. Прибавка. Дальше 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и так до конца ряда. 15 ряд вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и так до конца ряда. Провязали 15 рядов. Теперь наполняем стопу холофайбером. Понемножку наполняю. Наполняем сюда в носочек и также потом вот здесь, вот сюда, пяточку тоже наполняем, вот сюда. И не до самых краев, потому что если будет торчать вот так вот холофайбер, ворсинки, они будут потом ввязываться в ряд и будет некрасиво. Поэтому набиваем, ну, где-то вот так вот, не доходя, и будем продолжать вязание.
Продолжаем 16 ряд. 1 столбик без накида, прибавка, и 14 столбиков без накида. Один, два, три, и так до конца ряда. 17 ряд вяжем самостоятельно, 17 столбиков без накида. 18 ряд, 2 столбика без накида, 1, 2, прибавка, и до конца ряда вяжем 14 столбиков без накида. Один, два, двенадцать, 13, 14. Провязали с вами 18 ряд, 18 петелечек. 19 ряд, 18 столбиков без накида. 1, 2, 17, 18. 20 ряд, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавка, прибавки все идут вот по центру пяточки. И 14 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 12, 13, 14. 21 ряд вяжем самостоятельно, 19 столбиков без накида. Я подтянула маркер, чтобы потом не вытягивать его через всю ногу. Продолжаем. 22 ряд, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, прибавка, и 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 13,
14. Это получается вот такая вот деталь. Хочу обратить ваше внимание, когда у вас будет уже связана одна деталь, когда наполняете ногу, следите, чтобы детали были одинаковые по размеру, по толщине. Вот. Сейчас тоже наполняем где-то вот до этого уровня холофайбером. И следующий ряд, 23, провязываем 20 столбиков без накида и встречаемся в начале 24 ряда. 24 ряд, 5 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5. Прибавка в следующую. И 14 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 13, 14. Итак, мы провязали 24 ряда, 21 петелечка. Со следующего ряда, с 25, мы будем вязать, вернее, один следующий ряд мы будем вязать за задние полупетелечки. Вот для того, чтобы в дальнейшем сформировать вот такой вот наколенник. Вот, потому что персонаж наш в сапогах. Вот, и чтобы было видно, что он в сапогах, нам нужно будет потом провязать за оставшиеся полупетли вот такой наколенник. Вот, чтобы получилось аккуратненько у нас и не видно было здесь место прикрепления нити, я на данном этапе вот это вязание оставляю, ниточку. Сюда можно маркер прицепить, чтобы если нитку потянете, чтобы она не спустились петли. В общем, я сделаю здесь просто подлиннее. Вот, теперь мы берем снова черную ниточку. Можно взять другой край с мотка, который мы вязали. Вот другой край. И присоединяем нить. Черная пряжа, конечно, плохо видно, но надеюсь, получится показать. То есть вот у нас следующая петелька, в которую бы мы вязали следующий ряд. Я прикрепляю нить за заднюю полупетелечку предыдущей петли. То есть здесь мы просто оставили, мы не делали ни соединительного столбика, ничего, просто оставили вязание. А вот здесь за предыдущую петелечку, полупетелечку заднюю, я прикрепляю нить. Вот так вот. Воздушную петелечку делаем. Теперь этот же маркер я вкладываю, продолжаю вязать просто за задние полупетелечки, только один ряд. И уже со следующей полупетелечки начинаем с вами вязать 21 столбик без накида. Вот, подтягиваю маркер.
Вот этот остаток ниточки коротенький я ввязываю. Вот это мы убираем, чтобы не мешало. И вот со следующей петелечки, где уже у нас маркер был, мы вяжем. Первый. И уже дальше продолжаем. Все за задние полупетелечки. Второй. Третий. Четвертый. Вот. Остаются полупетелечки. За них мы будем потом привязывать наколенник. И вяжем до конца ряда. Встретимся, когда я буду заканчивать здесь уже. 20. И последняя петелечка, последний столбик без накида будет прямо вот сюда, откуда ниточка выходит. То есть последняя вот ниточка выходит, вот эта, которую мы оставили. Надеюсь, видно. И мы прямо сюда, то есть это будет следующая петелечка образована, когда мы будем вязать наколенник. И мы прямо вот сюда за заднюю полупетелечку. Вот. И провязываем последний 21 столбик. Провязали. Следующий ряд. Это убираем. Маркер сюда. Следующий ряд 26, и все последующие мы вяжем как обычно за 2 полупетли. 26 ряд у нас будет 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем 3 раза. Вяжем. Просто продолжаем вот со следующего, где у нас маркер был. Один. Два. Три. 4. 5. 6. Убавка ниточку снизу. Убавка. И так повторяем еще 2 раза до конца ряда. Вот хотела еще последнюю убавочку вам показать. То есть мы провязали 3-й раз 5 столбиков без накида. Вот у нас до маркера остается 2 петелечки. То есть на вот эти ниточки мы их пропускаем, просто не обращаем внимания. Поэтому вот делаем следующую убавочку, последнюю. 1, 2, вытянули и сделали убавку. Так, мы провязали 26 ряд, 18 петелечек. Следующий ряд 27 и 28 мы вяжем
18 столбиков без накидов. Провязываем самостоятельно. Провязали 28 рядов, 18 петелечек. Вот сейчас наполняем холофайбером и будем продолжать вязание. Продолжаем. Начиная с этого ряда мы уже будем формировать колено. Вяжем 29 ряд, 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 14, 15. Прибавка. Она получается у нас спереди по центру носочка. И 2 столбика без накида до конца ряда. Провязали с вами 29 ряд, 19 петелечек. 30 ряд, 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. В следующую прибавка. И оставшиеся 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 30 ряд, 20 петелечек. 31 ряд, 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 16, 17. Прибавка. И 2 столбика без накида. 1, 2. Закончили 31 ряд, провязали 21 петелечку. 32 ряд, 17 столбиков без накида. 1, 2, 16, 17. Убавка. И 2 столбика без накида оставшиеся. 1, 2. Провязали 32 ряд, 20 петелечек. 33 ряд, 8 столбиков без накида. 1,
2, 7, 8. Прибавка в следующую петелечку. Восемь столбиков без накида снова. Один, 2, 7, 8. Убавка. И один столбик без накида оставшийся. Вот такое колено уже формируется. Провязали с вами 33 ряд, 20 петелечек. Следующий 34 ряд вяжем самостоятельно, 20 столбиков без накида. 35 ряд, 8 столбиков без накида. Один, 2, 7, 8, прибавка. И 11 столбиков без накида. 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда. Провязали 35 ряд, 21 петелечку. 36 ряд вяжем самостоятельно, 21 столбик без накида. 37 ряд, 9 столбиков без накида. 1, 2, 8, 9, прибавка. И 11 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда. Продолжаем. 38 ряд. Вяжем самостоятельно 22 столбика без накида. 39 ряд. Вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 9, 10, прибавка. До конца ряда вяжем самостоятельно 11 столбиков без накида оставшихся. Затем наполняем холофайбером ножку. И 40 и 41 ряд вяжем 23 столбика без накида. Встретимся в начале 42 ряда. Наполнили ногу холофайбером. Провязали 40 и 41 ряд по 23 столбика без накида. Продолжаем. 42 ряд,
11 столбиков без накида. Один, два, три, 10, 11. Прибавка. И 11 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 10, 11. Провязали с вами 42 ряд, 24 петелечки. Дальше 43 и 44 ряд вяжем 24 столбика без накида. 45 ряд вяжем. Да, проверяем, чтобы маркер был сейчас четко, вот, четко на центре. И начинаем с прибавки. То есть вяжем прибавка 5 столбиков без накида и повторяем так 4 раза. Прибавка. Если что, подкорректируйте маркер или прибавку. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и третья прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали с вами 45 ряд, 28 петелечек. Теперь с 46 по 49 ряды включительно вяжем 28 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Провязали с вами 49 рядов, 28 петелечек. И теперь на одной ноге нам надо будет 10 петелечек довязать сюда до середины. Вот сейчас мы это и сделаем. Вяжем. Один, 2, 3, 9, 10. Это у нас будет нога, которая от нас справа будет находиться. Когда свяжем вторую ногу, вот она будет слева. Здесь нужно будет
немного петелечек распустить. Вот, сейчас скажу сколько. Вот до сюда. То есть распускать, ну или распустить, или не довязать в 49 ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот мы распустили 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелечек. И делаем соединительный столбик сюда. И закрепляем ниточку и обрезаем. Это для того, чтобы потом их ровненько соединить. Потрясающая работа! Давайте оценим наш промежуточный результат. Наши анатомические ноги с основой под сапоги полностью готовы. Обязательно согните каркас в коленях и стопах. Проверьте, как работает механика суставов. Фигурка уже должна нащупывать свой баланс. На этом этапе мы пока остановимся. В дальнейшем мы вернемся к этому этапу. Мы продолжим двигаться вверх по каркасу и начнем вывязывать торс, где нас ждет еще больше продвинутых технических решений. Огромная благодарность за вашу поддержку на втором уровне спонсорства. Именно благодаря вам на канале появляются такие сложные и детализированные проекты, которые превращают вязание в настоящее искусство. Делитесь фотографиями своих процессов в нашем сообществе. И если у вас возникают вопросы в процессе вязания, обязательно пишите об этом в комментариях. Мы обязательно разберем с вами каждый момент. Да пребудет с вами сила и до встречи в 5-й части. Пока-пока!